Здравствуйте, дорогие и все остальные игроки в МС. Наконец-то появилась информация о грядущем обновлении. И если вкратце описать грядущую обнову, то Кави посмотрел наш предыдущий видос и решил выставить нас дураками. Потому что этот чудесный, воспитанный и порядочный человек даже количество ульт поменял. На какое? Узнаете. Хотя если для вас это не первая обнова, то вам будет нетрудно догадаться. А также нетрудно догадаться, что обнова переносится на 2 июля, потому что Кави еще не успел пропить все свои деньги, и ему нужно время. Этиловая амброзия сама себя не употребит. Итак, давайте пройдемся по основным изменениям. Во-первых, теперь на Терре добавится еще один стартовый артефакт – Клейворанс, он же Ясновидение. Довольно приятный баф стартовой экономики. Позволит набирать на 100-200 шаров больше к первому торговцу. Вот только еще есть неприятность. Количество здоровья для элиты и крупных мобов уменьшается. Да здравствуйте 70 минут на Деусе и катки по 2 часа реала. Спасибо огромное за такое полезное упрощение. Видимо, в процессе тестов Кави не смог пробить 12-ю минуту и решил упростить игру. Также он снизил темп роста здоровья крупных врагов. Ну, одно дает надежду. Теперь с уменьшением оставшейся полоски волны элитники будут становиться сильнее. Правда, трудно сказать наверняка, будет ли это хотя бы перекрывать ослабление их в принципе. А еще будут добавлены новые враги. Тощий берсерк, красный берсерк и еще 2 непонятных крупных мужика, один из которых вообще босс. Разраб их какими-то страшными словами обозвал, но кому это интересно? У каждого врага есть свое имя, вы хоть одно знаете? А если убрать имена боссов, немезид апостолов и цитаделей? Кстати, еще существуют ультимы, и разраб решил нас порадовать, выпустив не 10, а целых 4 новых. Благо в этой обнове есть что-то кроме них, и интерес, возможно, пропадет не через неделю, а через 8 дней. Итак, улучшены старые ультимы. Аура Блейд теперь учитывает сюрикен в своем изменении после 100 крит шанса. Множитель урона тьмы увеличивается с 3,5 до 4,25. Также на некую величину увеличивается и размер ее хитбокса. Множитель урона Мега Цунами увеличен с 5,5 до 7,5. Множитель урона дуги увеличится с 7,5 до 9, а также исправится баг с недостающими цепочками. Люди о нем знали вообще? Множитель урона Терминатора возрастет с 4 до 5. Космос не бафнул. Ядро тоже. Спасибо. Еще же туча новых ультим, точно. Совсем забыл. Потому что количество настолько микроскопическое, что даже стыдно становится. 4 ульты. И угадали мы только 2. Реально, разраб решил, что мы слишком оборзели, и надо нас затроллить. Репутационный удар, конечно, серьезный, но вряд ли мы опустимся до уровня человека, который не может исправить русский перевод уже 3-й год. Что-то я заговорился. Ладно. 2 угаданные нами ульты — Берсерк и Эпицентр событий. Второй увеличивает размер метеора и его зоны поражения, а также убирает разброс в КД. И вполне базированно увеличивает урон всего лишь в 12 раз. Это комбе, которая и до этого все поле спокойно перекрывала. А Берсерк, для начала, бьет всегда максимальным количеством стаков, то есть все 7. И этот предел теперь будет скейлиться от крит шанса. Также урон увеличивается в 3,5 раза, и на 100% крите снова возрастает в те же 3,5 раза. А вот 2 непредугаданные ультимы будут интереснее. Как минимум потому, что одна из них на Мейснера. Теперь он будет, судя по всему, похож на сердце льда, ибо теперь генерируется волнами и постепенно увеличивается в размере. КД этого всего безобразия устанавливается на 3 секундах, а интервал урона увеличивается втрое. Урон умножится на 4. И Саня, который анимешный, радуйся, ульта на Гиперион. Возможно, даже обрадуется не только Саня, потому что, красивая комба. Что будет с эффектом? Все спутники объединятся в один с троекратным размером, а помимо прочего, этот летающий термоядерный реактор будет наносить всем врагам урон каждую секунду. Крайне интересный новый для игры эффект. По сути, массовый дебаф, чья эффективность варьируется от полнейшей имбы до приятного тепла, повышающего настроение врагам. Еще, впервые с 0.95, разраб таки решил нас порадовать новыми комбами, и даже выкатил не одну,
более-менее стандартную пачку из 3 новинок. Первая — Гляциум. Это цунами с талантом на полюс, плюс ледяные иглы с ледниковым периодом. Теперь цунами распространяются во все стороны от персонажа. Увеличивает КД на 25%, что не так уж и критично, в отличие от того же потопа. Количество их растет на 25%, что приятно, с учетом изменения площади распространения. И урон в 30 раз. Классно. Была бы ульта, наверное, эта комба могла бы целиться в топ-1 по урону. Скорее всего, это будет прикольно и играбельно, потому что в отличие от потопа волны летят не невесть куда, а непосредственно и сразу вас обороняют. Но пока что не будет востребована, поскольку в любом случае она слабее ультим. Так, поиграть разочек для теста. Но очень приятно, что разраб таки дал еще одну комбу на цунами. А не на спутник. Встречайте, клинок души. Спутник на блуждающие огоньки плюс мечи на дух. Духи превращаются в летающие клинки, что должно выглядеть красиво. Урон будет увеличиваться от 5 до 20 раз, в зависимости от вашего крит-шанса. Разраба что-то потянул на скейлы от критов. Еще скорость вращения на 20% увеличится. Ну и замыкают эту троицу разрядка. Сомнительная комба из Ешока на высокое напряжение и молнии на взрыв. Почему сомнительная? Да потому что в игре столько комп из шока и молний, что их совмещать это уже мавитон. А значит, разраб это обязательно сделает, потому что он воспитанный и прекрасный человек. Кулдаун Ешока растет на треть. Он увеличивается в размере и при взрыве испускает какой-то снаряд. И урон в 12 раз. Возможно, это будет прикольно. А еще разраб решил бафнуть врата созидания, увеличив количество слотов комп от них с 2 до 2. А амплификация теперь увеличивается не на 15, а на 20 за каждую комбу. Спасибо, полезно, прям дает шанс сравниться с Деусом. А вот безграничная энергия получила отличный баф, ибо теперь КД от круга не режется, и она дает перманентно свои 15%. А значит, будет полезно в кайтовых сборках, хотя они уже давно сдохли от старости вместе со всеми кайтерами где-то между 143 и 167 минутами. Ах да, и еще он просто магией чуть потрогал. Например, вышеупомянутая пассивка высокого напряжения, вместо того, что было раньше, дает тот самый снаряд непонятной природы, а также скейлится от размера. Но все это не так уж важно. При желании за день все новшества можно опробовать. А вот изменение артефактов и их синергии нам гораздо интереснее. Начнем с того, что Эскалибур теперь дает не крохи амплы за врагов в ауре, а увеличивает урон по всем врагам в своем круге на 25%. Вопрос эффективности действительно вопрос, поскольку аура, напомню, совпадает по размеру с Деусом, а значит на той же электрозоне и спутниках он тупо бесполезен, потому что если враг зашел в ауру, то вам уже конец. Затмение получает невероятный баф в виде 50% additional урона вместо 45%. Без комментариев. Философский камень больше не дает амплу, но генерирует больше шаров маны. Будем надеяться, что больше не на один. Киборг. Теперь дает 33 атаки всегда, плюс вы больше не исцеляетесь от крупиц жизни. Он стал слабее, но его можно брать всегда, поскольку нулевой реген это более неоднозначный дебаф, чем отсутствие сердечек, которых вне кайта и без мяса практически не существует. А еще это существо удалило голубя и пузырь. Голубя ладно, а чекушку жалко. Пирамида теперь дает по 3 атаки за каждую синергию артефактов. Стало хуже, особенно для кайта. Но атаки нормально залить может в теории, особенно с учетом увеличения количества синергий. Клеймо становится эпиком, и теперь увеличивает урон на 15% по врагам, которые прожили дольше 5 секунд. Книга сказок, теперь эпик. Как и когда-то было с призраком. В общем, кайт теперь не только скучное, но и редко удающееся занятие. Мутаген теперь уменьшает хп крупных мужиков на 15%. Фея, новый артефакт, удваивает эффект от очарования. Это та штука, которая бафает магии в уровнях, и соответственно теперь это будет 10 КД и 100 маг урона. Уже неплохо, особенно в сборках на много комп. Имп. Прикольная штука, ибо уменьшает хп элиты на 10% и увеличивает хп обычных на те же 10. Польза сомнительная, но эффект смешной. Звездный свет. Дает по 7% атаки, амплифая и маг урона.
Спасибо, полезно. Это же как раз 1,5 рубина. А эта сомнительная женщина дает по 50% урона метели и иглам. Ну и синергии артов рассмотрим. Архитектор. Дает 100 при умножении, если соберете Титана, Гею и прочее. Еще одно подтверждение тому, что их надо брать вместе. Существенный баф, но учитывая переизбыток предметов на ампли в игре, не то чтобы имба. Конфлакс, собираемый из связи, увеличивает ее эффект в 1,5 раза. Синергия топора, мясник, дает 15% урона по боссам на волнах. Гильгамеш, из аж 3 легендарок, дает руну подбора каждые 5000 киллов. Сомнительно, но будет экономику неплохо, если соберете. Магнум Опус, аж из 4 спешалок и пирамиды. Еще разраб решил его баф написать радужным без голубого цветом. Что бы это могло значить? В общем, сами думайте, что это за бред. Вероятно, дает собирать синергии артов без одного артефакта. Гомункул. Синергия из ДНК, дающая 30% шанс на воскрешение. С одной стороны, имба и бесконечное возрождение, а с другой, она ничего не даст, и вы сдохнете сразу с вероятностью 70%. Брокер. Да, дожили. Синергия на букет. Теперь предметы по скидке становятся бесплатными. Приятно и неплохо, один халявный артефакт на каждом торговце. Не то чтобы это прям ничего себе, потому что там будут бесплатные торчки, стеклянные шарики и батарейки. Но лишним не будет. Реквием. Синергия на 2 самые интересные спешалки. Топ-1 арт в игре Ростер и самую бездарную хрень Колокола. Теперь Ростер заполняет шкалу колокола. Спасибо, ценно. Фанатик удваивает эффект нового клейма и уполовинивает его КД. Медуза. Гидра. Синергия на гидру. Ура! Дает доп урон от количества стаков гидры. Думаю, излишне будет говорить, что это очевидно бесполезно и не пойми, что на гидру. Или может и неплохо. Узнаем. Доминус. 25% магического урона комбами за каждую комбу. Еще один баф вратам, который еще раз покажет, что они не догонят Деус. Еще скорректированы старые комбы. Авалон теперь увеличивает эффект Эскалибура в 1,5 раза, до 37,5%. 0,1% регена остается. Паладин. Дает 100 амплы в неуязвимости вместо 50. Аги. Теперь нужна матрица вместо шапки, а также после синергии матрица дает не только маг урон, но и атаку. Кровавая луна. Теперь требует затмения, но зато у вас всегда активна руна безумия, а также при повторной активации дается еще 25% амплы. Сердцеедка. Теперь требует вдову, но взамен увеличит крит урон на четверть, вместо 1,15. Простейшие 1000 крит урона. Также вот у этих синергий поменялись требования по артефактам. Есть еще небольшие изменения в подопытных. Конкретно теперь ученый дает звездный свет, а археолог — пирамиду. Изменению подвергся также класс епископа. Теперь с ним щит будет активироваться всегда, даже если он включается в комбинацию. Баф реакции на кайте в основном бесполезно. Ну а если говорить в общем, то можно сделать небольшой прогноз изменений баланса. Дверь творения хоть и стала заметно лучше, но она все еще крайне сомнительна, ибо в такой сборке 80% урона будет вносить ульта. На кайте восстанавливает былое величие вечный двигатель. С его диким бафом на КД гомункул не будет лишним. Реквием и кровавая луна также дают буст. Но с другой стороны, ликвидация пирамиды и отсутствие книжки. В общем, теперь ставка скорее всего будет делаться на уклонение вне неуязвимости, потому что страдают щиты и маскировка. Деусу, как всегда, насыпали кучу урона, крита и прочего. Переходите в ТГК. Там, возможно, новости будут появляться раньше, ибо пост сделать проще, чем видос. Ну и удачи вам в ожидании обновы.